Привет, дорогие друзья! Вы на канале Яхты на колесах. Меня зовут Антон, а мы все еще в Дюссельдорф. Главная выставка караванеров, караван-салон Дюссельдорф. Уже все закрывается здесь, сейчас, на сегодня, по крайней мере. Людей нет, стенды закрыты, а мы все еще хотим снять для вас ролик про еще одну Морелло. Она максимально похожа на ту, которую мы снимали для вас в прошлый раз, но это более эконом-версия по сравнению с прошлой, дешевле аж на 50 тысяч евро, но при этом есть много похожего, есть отличия, и мы хотим именно эти отличия для вас продемонстрировать, показать. Уж очень нам полюбились эти машины. Морелло Лофт. Идем смотреть. Дверь. Еще раз хочу обязательно показать. Замок электрический, который запирает центральный замок и багажник, и все, что у нас здесь есть. Также есть дублируется дополнительно механический. И если вдруг электроника какая-то выйдет из строя, вот здесь есть специальная ручка, так сказать, аварийного открытия двери. Спрятана она за специальной аккуратной такой накладкой. Шторка, конечно, есть на окне. Окно, кстати говоря, стекло. Здесь у нас. И вот здесь у нас такой сенсорная панель, кодовый замок, чтобы открыть дверь. То есть бесключевой доступ вот таким образом как бы реализован. Но вот сенсор иногда бывает не всегда удобен. Об этом я уже тоже говорил в прошлом ролике. Смотрите, прошлый ролик тоже про Морелло, а мы идем с вами внутрь. Главное отличие Морелло Лофта от Морелло Пелос, которую мы смотрели в прошлом ролике, в том, что она ниже, и при этом сохранилась полностью высота внутри вот жилого пространства, она неизменно осталась за счет того, что только уменьшилось багажное отделение. То есть она построена на базе такой же Ивеко, но вот высота сократилась, получается, немного в багажнике и в маленьких багажных отделениях. Но там тоже есть интересные решения, я вам позже покажу. Но, например, ящики в ступеньках уже пропали. Вот такой нюанс есть. Кабина у нас все так же от Ивеко, поскольку автодом построен на базе Ивеко. Напоминаю, Ивеко это совместный бренд как бы с Фиатом, поэтому мы здесь видим знакомые нам от Фиата Traction Plus, там и вот эти все опции. То есть и, в принципе, надежность и качество Фиата, которое присутствует у Фиата, знакомо нам, оно есть и у Ивеко. 8-ступенчатая коробка автоматическая с эко-режимом, Power Drive, и вот эти вот все штучки. Дальше есть на руле, конечно, у нас всякие умные помощники, спид-лимит, удержание полосы, контроль, адаптивный круиз-контроль до впереди идущей машины, то есть он видит пространство. Конечно, установлен тут телефон, вот микрофончик я тут трогаю пальцем над приборной панелью. Отличие от машины, которую мы смотрели в прошлый раз, то есть кожа здесь такая же, единственное, там был небольшой такой подъем здесь над приборной панелью, у вот Лофт нету такой истории, и здесь тоже как бы немного попроще, вместо кожи ниже решено дерево. Ну, не знаю, насколько это важно, на мой взгляд, дерево выглядит ничем не хуже, чем кожа в этой части. Мультимедиа-система стоит другая, по-моему, там что-то такое покруче стояло, но здесь вот у нас, в принципе, достаточно обыкновенная двухдиновая магнитола, соответственно, с Bluetooth, со всей вот этой историей. Ниже часики есть и климат-контроль. Часики очень красивые от Морелло. Сейчас попробуем звук проверить. Звук очень-очень приятный, но немножко не хватает басов. Наверное, надо порыться в настройках, а может быть поставить какой-то дополнительный сабвуфер. И еще одно отличие. Над моей головой вы можете видеть опускаемую кровать. Опускаемая кровать может быть, в принципе, в любой модели Морелло. Вообще Морелло очень гибкая история, то есть можно собрать многие вещи под заказ, как вам необходимо. Нужна вам опускаемая кровать? Нет. Больше спальных мест, меньше спальных мест и так далее. То есть много можно сделать под заказ, в том числе опускаемую кровать. Вот здесь она реализована, сейчас мы вам ее постараемся показать. Чтобы опустить кровать, мы сначала опускаем спинки как бы вперед, поворачиваем их вот в переднюю часть. Вторая водительская также ручечку дергаем, опускаем. Вот оно аккуратно, все очень четко заходит. То есть, например, вот здесь вырез, он как-то раз так с рулем сам по себе совпал. И дальше у нас здесь вот кнопочки спрятались. Мы нажимаем ее. И, конечно же, на электроприводе у нас опускается в передней части вот эта огромная кровать. Хотя, насчет огромной я, конечно, маханул. В принципе, обычная кровать, но во всю ширину дома. Далее столовая группа. В столовой у нас диванчик вот такой сбоку есть. Стол, конечно же, раздвижной, двигается во все стороны, раздвигается в более широкий. Светлое может быть решение, темная кожа тоже может быть там светлая, темная. Вообще все очень легко варьируется под заказ. И над моей головой вот так вот
Все, без руки я остался. Короче, выехал телевизор, который прижал мою руку, но это не проблема. В любом случае, я могу его также легко убрать. Легким нажатием кнопочки телевизор уезжает наверх. И все, нету ничего, не болтается в дороге, спрятался в специальный ящичек. Все, стол превратился в большой. Конечно же, он не опускается, в общем, стол, потому что у нас здесь есть опускаемая кровать. Ну, то есть, вот такая версия в данном случае. А в прошлый, которым обзор мы делали, смотрели, прошлый Морелло, он опускался. Это все, конечно, вот варьируемо индивидуально, но вот здесь это реализовано так. Стол в разложенном состоянии выглядит вот так и по-прежнему двигается влево, вправо. То есть, вот это вот очень удобно, что вы можете его двигать всегда по плоскостям, при этом он достаточно уверенно стоит, поскольку прикручен к полу. Двигаемся в кухню. На кухне у нас 1, 2, 3, 4. Свет включили. Вот эта вот столешница тоже может быть под заказ реализована в темном решении. То есть темное, светлое. Вот здесь у нас. Это все искусственный камень. Очень приятный, такой тяжелый, крепкий, как вот домашние хорошие столешницы. 2 раковины. Но это, в принципе, то, что мы смотрели с вами в прошлом обзоре. Но, опять же, говоря о том, что это чуть более дешевая версия, там был очень крутой кран, которому я был рад, такой с пружинкой. А здесь у нас, ну, в принципе, удобный, хороший, металлический, крепкий кран, но такой уже попроще, обыкновенный, установлен на кухне. Но, в принципе, наверное, поменять смеситель не так сложно, если вам это важно. Дальше, конечно же, плита Тедфорд, точно такая же, как, в принципе, в большинстве Морелло, которые я здесь увидел, на 3 огня, газовая. Кофемашина стоит у нас здесь с капсулами, крепление для капсул. Шкафчики я вам не показал сейчас здесь. Вот такие шкафчики, все, которые вы видите, вот с такими дверями, то есть над столовой, кроме того, в котором спрятан телевизор и бокалы. Вот такого примерно объема, вот так они выглядят. Двигаемся дальше. В шкафчике над входной дверью у нас спрятался модуль управления всеми системами дома. Хочу, кстати, отметить, что здесь еще вот так очень классно откидывается. То есть здесь у нас какие-то предохранители, разводка, проводка. Пульт, кстати говоря, отличается от того, который мы видели в прошлом обзоре. Не знаю, какой лучше, хуже, но этот мне, кстати, как-то больше визуально почему-то нравится. Свет вот включается у нас на вот такой кнопочкой. Также стоят солнечные батареи. Вот они у нас показывают сейчас, что здесь ничего они, поскольку мы стоим в помещении, не видят. Альдо отопление жидкостное, то есть радиаторы у нас и антифриз гуляет как по батареям, в принципе, как дома. Вот, это основное все, что у нас здесь есть, и главное, что это все прячется в такой аккуратный шкафчик, и это вам не мешает ни с тем, что светится, спать, и вообще в целом визуально это все эстетично, элегантно. При входе у нас еще зеркало тоже вот присутствует. Холодильник у нас Дометик, такой же вот универсальный, в обе стороны открывается. Удобно, это классно, это как бы самый дорогой, крутой из холодильников, ну, один из самых, который присутствует чаще всего в каких-то венах и таких историях, где это необходимо в 2 стороны, но здесь тоже это есть, потому что Морелло, ну, заботится о том, чтобы это было удобно и круто. 2 выдвижных вот таких ящика у нас есть между холодильником и входом, а мы с вами двигаемся в сторону душевой и по пути откроем шкаф. Достаточно большой, опять же, вот эта вертикальная подсветка, спрятанная, скрытая и которая у нас во всю длину. Полочки можно поставить на любую высоту, то есть я вижу здесь много дырочек и наверху есть палка, то есть вы все это настраиваете как вам удобно. Шкаф, в отличие от прошлой модели, здесь один и большой, а там был маленький. Почему? Потому что у нас вообще немного другая конфигурация по вот этой душевой части и так далее. То есть если спереди все было максимально похоже, то здесь у нас раз и нету выдвижной двери, и вообще все немного поуже, поменьше, потому что эта машина покороче, пониже и также поуже. Дверь у нас, то, что мы в принципе часто видели, перекрывает вот так проход. Здесь очень при этом крутой магнитный замок, но если мы быстро проводим дверь мимо замка, то он не защелкивается, и дверь можно открыть в обратную сторону. Ну, конечно же, она зафиксироваться может. Все, дальше надо уже нажимать ручку. Дверь основательная, такая крепкая, здесь стекло, не пластик, не какая-то имитация. Справа от меня душевая кабина, фиксируется вот такой закидывающейся штучкой на магнитке. Это у нас тоже стекло. Кабина приятная, аккуратная такая, достаточно простая, минималистичная, но не такая вот угловая со стеклом, как мы видели в прошлом обзоре Морелло. Больше мне особо про душевую кабину сказать нечего. Она хорошая и имеет место быть, очень качественно сделанная. С противоположной стороны у нас туалет.
Вот туалет здесь, конечно, значительно скромнее. Классно, конечно, что зеркала расширяют пространство. Есть шкафчики вот эти вот за белыми глянцевыми дверками. Унитаз такой же классный, домашний такой, не похожий на вот эти биотуалеты часто, которые у нас в домах. Но при этом раковина, конечно, очень маленькая, угловая, такая компактная. По сравнению, по крайней мере, с прошлым обзором, вот не могу это просто не сравнивать. Но, наверное, это вот все в сравнении. Для жизни, в принципе, более чем достаточно, потому что по бокам есть столешница, также выведен радиатор Альде, 2 розетки внешние, еще 1 розетка в шкафчике у нас здесь предусмотрена, 220 внизу, в углу за счет угловой части большой глубокий шкаф. То есть, по большому счету, все здесь хорошо. Просто там меня очень порадовал, конечно, этот большой туалет. Если не видели, смотрите прошлый обзор. А мы с вами двигаемся в спальню. Основная спальня, конечно, отделена жесткой дверью от остального жилого пространства. Вот такая защелочка у нас здесь, то есть мы ее, когда она зафиксирована в стене, тянем на себя. И дальше дверь у нас едет и ручечка, чтобы открыть обратно. То есть 1, 2. В остальном хочу сказать, что спальня вот в этой конфигурации мне нравится гораздо больше, чем в той более дорогой, которую мы смотрели в прошлый раз. Потому что я никогда не понимаю, зачем столько шкафчиков в спальном пространстве. Ну вот реально, честно, в путешествии у меня дома нет столько вещей, чтобы их брать еще и с собой. У меня всегда вещи все умещаются там в 1 чемодан. Я не знаю, конечно, наверное, зависит от людей, но опять же, зачем захламлять свой автодом в путешествии? Шкафчиков, которые в изголовье и сбоку, по-моему, достаточно, но при этом благодаря тому, что у нас здесь кровать получается чуть меньше, нету шкафчиков, у нас есть проходы по бокам, как бы такие тумбочки, и это еще больше похоже на домашнюю кровать, которая стоит как бы посередине вот этой комнаты в задней части автодома. По высоте, кстати, хочу отметить, достаточно, в принципе, высоты. Мой рост 1,80 м, и у меня еще чуть-чуть остается места. С другой стороны, вам в спальне не ходить, наверное, а все-таки спать. В левом углу от себя вижу шкаф небольшой такой вот угловой, с полочками, и над ним разместился телевизор, который в данном случае не надо никуда выдвигать, в проход перегораживать, то есть там вроде как дом больше, но при этом телевизор надо выдвигать из этих боковых шкафчиков. Здесь он просто висит в углу, вы его всегда видите, он всегда доступен, никому не мешает, и это классно. По бокам давайте посмотрим. Такие вот узенькие шкафчики с палкой, то есть это может быть гардеробом, например, вынимаете полочки лишние и можете вешать сюда, например, рубашечку. Они абсолютно симметричные с 2 сторон и даже ниже, кстати, все дверки с доводчиком, то есть ты вот так их закрываешь, и они сами до конца доходят. И ниже еще 1 ящичек разместился для каких-то у нас таких вот нужд здесь. Он тоже с доводчиком, все это вот так вот защелкивается. Матрас, почему он тут немного взбугрился, потому что я его уже поднял, посмотрел. Поддержка точечная, вот эти вот резиновые специальные элементы, то есть не цельноламельные, это гораздо более ортопедическая история считается, но в принципе матрас такой очень толстый, классный, должно быть все нормально. Хотя на мой вкус немножко мягковат, я бы, конечно, хотел пожестче. Вот, кстати, тема, которая меня всегда интересовала в автодомах. Вот матрасы, они как бы часто заточены под размер кровати, а вкусы по жесткости матрасов у всех разные. В изголовье у нас фонарики, сенсорная кнопочка, касаемся, она синим подсвечивается, как бы такая версия ночничка, и включается полностью освещение. Хотя я бы не называл это, конечно, ночничком, потому что светится только кнопка, а не сам вот этот кристаллик. Ну и плюс светодиодная подсветка в изголовье тоже есть, это вот общее освещение вот включается, так светодиодная лента. Шкафчики в изголовье 3, вот таких шкафа мы имеем, и плюс полочки, на которой розетка 220 вольт. Я считаю, что этого более чем достаточно в спальне, вот таких полочек и шкафов, не знаю. Если не согласны со мной, спорьте в комментариях. Над кроватью, кстати говоря, есть тоже вот люк у нас в такой элегантной форме, все это у нас спряталось, точечные глазки, и наверху, конечно же, люк с москитной сеткой и шторкой. Полностью продемонстрировать сейчас не могу, потому что здесь установили фонарь, чтобы нам на выставке было все видно в помещении хорошо. Единственное, люк, конечно, опускается ручкой. Я вообще фанат всяких историй, когда мы это делаем не электрически, а ручкой, потому что это, как правило, не так много сил отнимает, но при этом надежнее, проще, чем ждать эти электромеханизмы. Но не знаю в таком классе, насколько это классно, что здесь вот у нас люк открывается ручкой. На мой взгляд, в этом нет никакой проблемы. Кстати, очень классно, шторка двигается легко, не по каким-то тросикам, часто они заедают. Здесь это сделано прям максимально качественно. Вот я буквально вообще никак не напрягаясь
пальцем это двигаю туда-обратно, и это не может не радовать. Одно из главных отличий, о котором я уже сказал ранее, в этой версии от той, которую мы смотрели в прошлый раз, не перестану это повторять, это высота, которая немножко меньше, и она не потерялась внутри, но она немного потерялась вот в этих багажных отделениях. То есть багажное отделение здесь меньше. То, что я выдвигаю, это не сделано Marello, это дополнительное оборудование, которое сюда установили партнеры от Marello. То есть, в принципе, вот такая какая-то история может стоять в любой модификации или даже, если вдруг у вас, зрители, как раз вот примерно такая машина, вы можете отдельно обратиться, знаете теперь, что это есть, можете заказать, вот есть такие системы хранения, и сейчас еще интересно я покажу в багажнике. У багажника, кстати, старые добрые ручки, и на самом деле у меня есть вопрос, почему это не одна ручка, которую открывать одной рукой, как это сделали, например, в том же Матриксе в этом году. Но, с другой стороны, у большинства это электрическая история, поэтому на это не очень нужно. Также 250 килограмм мы можем положить в багажник, и вот еще эти дополнительные системы хранения, про которые я сказал ранее, они здесь тоже есть. Две розетки 220 вольт, включается свет. Что я уже ранее сказал в обзоре прошлой машины, очень радует, что здесь вот эта подсветка в софтбоксе сделана на всю длину багажника. Соответственно, в любой точке у нас светло, и это прям классно. Я в прошлый заходил внутрь, и здесь, в принципе, я тоже помещаюсь. То есть этот багажник не намного ниже. К сожалению, мне немного мешает телевизор, который сюда спрятали. Это вот техническая информация. Как я сказал, выставка уже сегодня закрывается, поэтому мы так полулегально здесь для вас лазим и все это показываем. Система хранения, это сейчас с другой стороны вам покажу ящики, а здесь у нас вот, то есть кресла спрятаны в такой специальный стеллаж, чтобы они никуда не падали. В остальном есть ящички, инвертор также стоит, вот огромный, кстати, ящик прячется под кровать, смотрите, выезжает сюда в багажник. Инвертор стоит, который делает 220 вольт из 12, он уже установлен. Радиаторы отопления, конечно же, отопление Альде, как я сказал, жидкостное. И что еще у нас за этой дверкой? Ну, еще один просто шкафчик. Ну, просто шкафчик, достаточно такой большой по объему. У нас здесь в шкафу, в багажнике спрятался. Давайте с другой стороны посмотрим. Вот я добрался до стеллажа, он достаточно универсальный, то есть у нас здесь стоят специальные вот такие лотки, которые никуда не болтаются, не деваются. Это, я напоминаю, дополнительное оборудование, оно не от Marello, но от партнеров Marello вы можете поставить в любую модель, это просто продемонстрировано здесь. Кстати говоря, наверное, это можно поставить и в другой автодом, не обязательно Marello, то есть это просто дополнительное оборудование, которое нас очень здесь порадовало. Это очень классные лотки, которые держатся в стеллажах. У стеллажей, кстати, здесь такие ползунки, и они универсальные, то есть вот мы видим здесь какая-то история, какой-то гриб зафиксирован, такая вот магическая рука у нас здесь механическая. И я думаю, есть много еще в каталоге каких-то вещей, которые могут фиксироваться эти ползунки. Возвращаясь к Marello, выключатель света есть с противоположной стороны у двери также. И абсолютно симметрично ящик и дверка открывается тоже для хранения места. И даже в багажнике все аккуратно с доводчиками, включая дверки. К нам подошли представители компании Weisswelk, которая, собственно говоря, занимается вот этим дополнительным оборудованием, и показали, что с обратной стороны в этом Marello, который мы снимаем, спряталась еще вот такая кухня. То есть это, возможно, видимо, индукционная здесь какая-то плита, даже небольшая вот такая моечка, дощечка. То есть любые модули могут быть установлены вот в это даже небольшое багажное отделение, которое в данном Marello сокращено за счет высоты. Все равно у нас вот здесь целая кухня может быть с лотками и какими-то модулями. И вот здесь вот маленький крючочек. Вот так вот мы нажимаем на такие рычажки, все это аккуратно заезжает, и за вот эту ручку мы это вытягиваем, если нам нужно, и закрываем. Красота! К сожалению, не могу вам показать уже все лючки, видите, народу нет, нас каким-то чудом еще до сих пор не выгнали, потому что мы стараемся для вас, и все знают, что важно дать съемочной группе из России, российскому зрителю все это показать. Один лючок остался открытый, здесь у нас также канализация разместилась, чистая вода. Не могу сейчас, поскольку отключили табло, на котором была информация, вам сказать, сколько здесь воды, топлива и всю вот эту информацию, поэтому ссылка в описании, и в описании все это написано. И вообще всегда техническую информацию мы стараемся писать внизу под роликом, чтобы не путать вас,
какими-то неправильными цифрами, мы ее перепроверяем и пишем текстом. Вы ее можете там скопировать и с ней работать. Здесь у нас тоже что-то связанное с водой, насколько я понимаю, и судя по прошлой машине, это, конечно, кассета биотуалета, она стандартная, заливная горловина для воды, Альды выхлопное отверстие, а здесь у нас сама печка Альды и лючок для ее технического обслуживания спрятался. Marello Loft мы сегодня с вами посмотрели. Marello любезно поставили стульчики, столики. Язык у меня уже заплетается во всех зонах, и я вот поэтому присел, потому что очень устал. Снимаем в конце выставки сегодняшнего дня. Напоминаю, мы находимся на караван-салон Дюссельдорф в Германии. Главное событие в мире караванинга. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие ролики, потому что мы снимаем для вас разные модели. Вот что-то большое, как сегодня. Кстати, давайте обсудим в комментариях, нравятся вам обзоры на вот такие большие премиальные дома или нет, или все-таки надо снимать только про что-то более доступное. Нам просто интересно. Искренне мы зашли на этот стенд, были удивлены. То есть вот это на базе Века. Мы еще хотим обязательно снять вам обзор про Marello на базе Mercedes, потому что просто, это завораживает. Вот этот цвет Айвери как-то магнетически притягивает к себе, и невозможно на это не смотреть. Подписывайтесь на канал, напоминаю, в финальной шапке другие ролики из Дюссельдорфа и вообще новинки 2021 года здесь представлены, в том числе новинки от Adria, которые мы сняли на дилерской конференции 2 месяцами ранее. Меня зовут Антон, это канал «Яхты на колесах». До новых встреч, пока!